Скрытые функции BMW, про которые мало кто знает. Сегодня рассмотрим еще несколько скрытых функций BMW. Ссылку на видео о предыдущей подборке скрытых функций я оставлю в описании под этим видео. А сейчас рассмотрим еще несколько скрытых функций. Начнем с скрытой функции зеркала заднего вида. При включении задней передачи правое зеркало заднего вида автоматически опускается в нижнее положение, для того чтобы было лучше видно бордюр, ограждение или бровку, и вы не поцарапали колесные диски во время движения назад. Когда переключаем селектора КПП в положение драйв или паркинг, зеркало заднего вида возвращается в свое стандартное положение. Данную функцию можно отключить, если переключатель зеркал находится в левом положении. Если мы поставим переключатель в правое положение, при включении задней передачи зеркало будет стоять на месте и не дергаться. Для того, чтобы выключить монитор, нам нужно найти пункт «Выключить монитор» и подтвердить нажатием правой кнопки. Для включения монитора повторно нам нужно кратковременно нажать на кнопку, и наш монитор активируется. Еще одна полезная функция, которая может пригодиться зимой. Если машина закрыта, закрыты центральные замки, лючок бензобака также закрыт, открыть его снаружи не выйдет. При открытии машины срабатывают центральные замки, и фиксатор лючка бензобака также срабатывает, разблокирует лючок бензобака. Если механизм замерзнет или сломается в закрытом положении, открыть лючок снаружи не будет такой возможности. Для этого в правом заднем крыле BMW предусмотрели специальный пластиковый тросик зеленого цвета с изображением бензоколонки, при помощи которого можно открыть лючок бензобака изнутри. Для этого достаточно просто потянуть за трос, и лючок бензобака откроется. Для того, чтобы назначить нам нужную радиоволну на определенную кнопку на магнитофоне, нужно выбрать радиостанцию и придержать на пару секунд кнопку, на которую мы хотим назначить эту радиоволну. Таким способом можно назначить все пронумерованные кнопки на магнитофоне. Как оказалось, мало кто знает, как работает и какие режимы есть у селектора переключения передач. У нашего селектора есть положение S – Sport. В данном положении машина будет затягивать передачи и делать их более длинными. При кратковременном нажатии селектора в положение с обозначением плюс мы перейдем в ручной режим переключения передач. Машина не будет переключать следующую передачу до момента повторного нажатия селектора в положение плюс или при понижении передачи путем переключения селектора в положение минус. Для выхода с ручного режима управления коробкой передач возвращаем ручку в положение драйв. Касательно скрытой функции панорамного люка и окон, при удержании кнопки открытия на ключе автоматически открываются передние стекла, затем задние и панорамный люк. При удержании кнопки закрытия на ключе сначала закрывается панорамный люк, закрываются задние стекла и передние стекла. Хочу добавить, что данная функция не активна у автомобилей с американского рынка. Ее можно активировать путем кодирования. А эта функция специально для тех, кто забывает или не знает о существовании поворотников. Смотрите, при нажатии на рычажный переключатель вниз срабатывает левый указатель поворота и моргает стрелочный индикатор указателя поворотов на приборной панели. А при переключении рычажного переключателя в верхнее положение срабатывает правый указатель поворота и на приборной панели загорается стрелочный индикатор поворотов в правую сторону. Не забывайте про эту важную функцию, хоть она и не скрыта, а очевидна. Достаточно полезная функция, о которой мало кто знает. Как перевести дворники в сервисное положение. Поскольку левый рычаг стеклоочистителя частично скрыт под капотом, для замены щеток нам необходимо перевести их в вертикальное положение. Для того, чтобы перевести щетки стеклоочистителя в вертикальное положение, нам нужно повернуть ключ зажигания в первое положение. Далее нам необходимо перевести рычажный переключатель в положение 1 и выключаем зажигание. Теперь наши стеклоочистители находятся в сервисном положении. Далее можно безболезненно производить замену щеток стеклоочистителя на новые. Для того, чтобы вернуть дворники на место, необходимо повернуть ключ зажигания в положение 1. И наши дворники становятся в исходное положение. Расположение прикуривателей в автомобиле. 12-вольтовый прикуриватель в правой части багажного отделения. Работает только при включенном зажигании. Расположение прикуривателей в салоне.
Тот прикуриватель, о котором все знают. Это прикуриватель в центральной консоли под декоративной крышкой, прикуриватель в задней части подлокотника и прикуриватель, о котором мало кто знает. Расположение прикуривателя под перчаточным ящиком. Этот прикуриватель удобно использовать для подключения дополнительных устройств или для подключения компрессора для подкачки шин. Мой компрессор предназначен для подключения к клеммам аккумулятора или клеммам, выведенным под капотное пространство. Еще одна скрытая функция. Она пригодится, если вы припарковались в темном месте и есть необходимость обозначить расположение автомобиля для других водителей для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Для этого нужно нажать на рычажный переключатель вниз для активации подсветки парковочных огней с левой стороны или нажать рычажный переключатель вверх для активации парковочных огней с правой стороны. Многие думают, что эта кнопка отключает звук при кратковременном нажатии, но это не так. При нажатии на эту кнопку не только отключается звук, но и ставится композиция на паузу. Данная функция пригодится нам в том случае, если у нас разрядился аккумулятор и нет возможности открыть багажник. Для того, чтобы открыть багажник, нам нужно открыть верхнюю часть багажника. И касательно нижней части багажника мы сейчас как раз рассмотрим, как это сделать. Для того, чтобы открыть нижнюю часть багажника, нам понадобится пластиковый инструмент. И нам нужно снять декоративный пластик во внутренней части крышки багажника. При помощи пластикового инструмента поддеваем пластиковую крышку и выщелкиваем ее с крышки багажника. Крышку выщелкнули, снимаем пластик. На пластике у нас всего 4 фиксатора. 1, 2, 3 и 4 фиксатор. В центральной части задней двери нам нужно найти вот такое вот окно, которое у нас есть в шумоизоляции. Поддеваем его. Далее нам нужно найти круглое отверстие, в которое мы устанавливаем отвертку. Так выглядит круглое отверстие. И одним движением открываем наш замок. И открываем крышку багажника. При открытии дверей загорается свет в салоне. Для того, чтобы свет больше не загорался, нужно нажать кнопку включения освещения и подержать ее некоторое время в нажатом положении. При открытии дверей свет не загорается. Для того, чтобы вернуть в штатный режим, достаточно один раз нажать на кнопку. Заводим машину. При включении аварийной сигнализации аварийка будет работать в постоянном режиме. Если вы включите поворотник, аварийка гаснет и включается поворотник. Достаточно удобно при буксировке автомобиля. Для того, чтобы открыть скрытое меню, нам нужно повернуть ключ зажигания во второе положение. У нас загорается панель. Далее нам необходимо удержать правую кнопку на щитке приборов. Нажимаем, удерживаем. Дожидаемся появления надписи «Тест номер 1». После появления надписи на панели приборов выбираем правой кнопкой пункт 19 и подтверждаем нажатием левой кнопки на панели приборов. Видим надпись «Log On». Далее нажимаем левую кнопку и вводим последние 5 символов нашего номера кузова. И левой кнопкой выбираем цифру 17, поскольку при сложении цифр моего ВИН-номера получилась эта цифра. И подтверждаем правой кнопкой. Теперь скрытое сервисное меню разблокировано, и мы можем запускать разные тесты. Допустим, тест приборной панели. В скрытом меню доступны следующие функции: информация об автомобиле, тест панели приборов, информация о сервисе, расходе топлива, среднем расходе топлива, информации о баке, температуре, информация об оборотах двигателя. Также можно сделать тест гонга бортового компьютера, контроль ошибок памяти и посмотреть коррекцию показаний расхода топлива. Надеюсь, данное видео будет полезным. Ссылку на первую часть видео о скрытых функциях BMW, о которых мало кто знает, оставлю в описании под этим видео. Не забывайте поставить лайк, если такой формат видео вам интересен, и подписаться на канал.